Всем доброго раннего утра, друзья мои. Хотя не совсем раннее, поскольку 7 утра, даже 10 минут восьмого. Хотя я обещала себе, что я исправлю режим свой, режим сна, но, как видите, опять не получилось. Но ничего страшного, поскольку многое успела сделать, и поэтому не жалею об этом. Хочу, перед тем, как пойти немного отдохнуть, подарить вам два заговора очень сильных. Вы знаете, какая обстановка сейчас в мире. Везде войны, везде творится всякое нехорошее. Но дело в том, что этот заговор защитный вам поможет и в мирное время, если вы переживаете за себя или за родных. Изначально скажу, читается это один раз, если для себя, например, вы едете куда-то, волнуетесь перед поездкой, прочитайте. Или каждый день у вас, скажем так, опасное время какое-то, да, или в стране, в мире опасный момент настал. Читайте раз в день, чтобы весь день у вас прошел нормально, без происшествий. Как проснетесь, как начинается у вас день, так и прочитайте. Если вы переживаете за родных, близких, за сына, за дочь, за мать, за отца, только для кровных. А остальным людям вы можете просто это преподнести, поделиться, если они хотят себя защитить и своих родных, точно так же они могут сделать, как и вы. Вслед уходящему человеку читается. Или как вышел человек из дома, вот вслед этому человеку читается. Или человек уже уехал по делам, вы переживаете и произносите его имя. То есть здесь вы говорите «меня», «мне помоги», а там произносите его имя. Хочу вам сказать, что один из древнейших и сильнейших духов, которого считают предводителем и военачальником когорты ночного дозора. Ночной дозор – это как духи телохранители, духи, которые приходят на помощь в трудную минуту, обходят дозором мир, мироздание и приходят на помощь тем, кто нуждается в их помощи. Да, здесь звук огня, звук камина. Красиво, правда, смотрится? На огонь можно смотреть бесконечно. Так вот, он считается предводителем духов ночного дозора, и он отправляет защитных духов, либо сам становится телохранителем человека, для которого призывается. Кто-то спросит, а вот если много людей будут призывать, как он будет каждого из них защищать? На то он и предводитель, чтобы отправлять человеку охрану, если уж по нашим меркам судить. Кроме того, для духов нет пространства, времени, они существуют вне времени. Они способны защитить огромное количество людей в разных местах. У них есть такая способность, у них есть такая энергия. Они существуют вне времени. Хочу, чтобы вы поняли, о чем речь. Итак, и издревле его призывали. Призывали для защиты, для помощи, для того, чтобы найти пропавшего человека или пропавшее животное, то есть питомца, да, домашний скот даже. Это защитный дух, и у него целая армия таких же защитных духов. Но, к сожалению, до нас дошли крупицы той традиции, тех древних заговоров, заклинаний. И я только нашла именно легенды, сказания, не заговоры, а
истории о том, что вот такие были заговоры, которым призывались эти духи защитные. Один из них черед. И вы знаете, вот в течение уже сколько лет я как... то есть я создала заговор с ним, наверное, 6 с чем-то лет назад. А потом еще один, потому что увидела эффективность. Вот как проверяется? Так и проверяется, собственно говоря, сила заговоров, сила ритуалов, сила призывов, к каким силам обращаться, к каким духам. Таким образом, кто из них лучше помогает в какой именно ситуации. И я поняла, что черед – это та сила, которая помогает в самых тяжелых ситуациях и самых трудных. Например, с помощью духа черед возвращают пропавших животных, пропавшие... Я не помню, я давала такой ритуал, но я дала в общих чертах, то есть в общих среди многих ритуалов, я как-то отдельно еще сниму, поскольку это важный ритуал, да, найти пропажу. Я один случай вам расскажу. Мой дорогой ехал, то есть поехал по делам и должен был вернуться уже. И когда он вышел, у него ключи от машины просто как-то упали, вот просто развязались и упали. Но это было невероятно, потому что там невозможно было, чтобы оно открылось, и как будто не давало ему что-то уехать. Ну, он насторожился, он вообще очень серьезно относится к таким моментам. И все время мне говорит, что-нибудь начитай, что-то у меня внутреннее какое-то чутье. Потом сел в машину, машина не заводилась. Что тоже маловероятно, поскольку там с машиной все хорошо и нормально. Он очень щепетильно относится к этому всему и все время следит. Мы все время меняем детали, если нужно. То есть там абсолютно нет никаких проблем таких, из-за чего вот такое могло случиться. Не заводилась машина. Он опоздал, там должен был поехать что-то забрать, и ему сказали, вот уже все, человек уехал, тогда завтра. Ну, одним словом, он и расстроен, но с другой стороны, поскольку он доверяет судьбе, он сказал, ну, значит, так надо было. Наверное, лучше я пережду один день и приеду. На следующий день, точнее, в этот день узнает, что на трассе Волгоград-Саратов столько фур перевернулось. В этот день был гололед и огромное количество жертв. А знаете почему? Когда он сказал, что... Нет, не почему они, эти жертвы, а почему его удержали. Когда он сказал, что он приедет, я всегда ему в дорогу читаю, именно черед. Я ему начитываю. Неважно, где он, откуда он едет, или отсюда, или где-то еще в дороге. Я ему всегда в дорогу начитываю. Он спасал в таких ситуациях, что просто, дорога есть дорога. То скользко, то какой-нибудь дурачок, знаете, под колеса бросит свою машину. И такой, не все же умные. И я когда ему начитала, и вот он пошел, сел, должен был сесть в машину, поехать, я ему начитала. Сначала ключи упали, потом машина не заводилась. Он пока завел, уже опоздал, должен был поехать что-то забрать ей домой. Ему пришлось задержаться, и они вечером узнали, что огромное количество жертв. Он говорит, когда я по телевизору там посмотрел у друга, у нас, говорит, такое состояние было, нас затрясло. И мы поняли, что я как раз в это время уже был бы на этой трассе, вот в этом эпицентре, и неизвестно, что бы было, понимаете? Так что, друзья мои, трудность, конфликты, в дорогу ли, дорога чревата опасностями, мир чреват опасностями, да и вообще жизнь. Есть какие-то опасения, страхи, особенно когда из дома выходите, да? Или ночью боитесь, например, остаетесь одни, да? Или живете в таком районе, что немножко неспокойно, или далеко от цивилизации. Неважно, читайте это. Никогда не бойтесь, доверяйте духам, и поверьте мне, вы будете в безопасности. Потому что много людей живут, они... Эти коты меня достали. Гиса! Вот я сейчас секунду вам покажу. Смотрите сюда. Рыжик! Кс, кс.
Вот эта Гиса достает его, пока он ее не побьет, она не успокаивается. Началось. Так, сейчас, извиняюсь, я их разгоню и дальше продолжу. Эти Гисы уже меня достали. Все, Рыжик, она все поняла, отпусти. Вот сволочь. Итак, продолжим. Просто не забывайте начитывать защиту духов. Я вам еще раз объясняю. Духи мироздания, они демократичны, если так можно сказать. Они никогда не вмешиваются, пока не попросят. Нет, они могут сберечь, охранять человека, если он особую ценность для них представляет. Если он часто обращался к ним, просил о помощи, и в этот момент он не успел в минуту опасности, они могут помочь. Но лучше всегда просить заранее. Дать понять им, что вы согласны, чтобы они внедрились в вашу жизнь, грубо говоря, и помогли вам в той или иной ситуации. Поэтому, друзья мои, обращайтесь к духу Черед и приобретайте телохранителя для себя и для своих близких. Но это нужно делать каждый раз, когда вам нужна защита. Вот, давно надо было зажечь свечу. Далее, как отблагодарить эту силу? Если вы часто будете читать, то время от времени поставьте дорогое спиртное, лучше цветное спиртное, на подоконник, либо на алтарь. Зажгите свечу, поблагодарите его своими словами за защиту и помощь. Благодарю тебя, предводитель ночного дозора. Но его так называют ночного дозора. В принципе, разницы никакой. Ночного дозора или нет, этот дозор всегда есть. И ночью, и днем. Но они просто ночью активнее, имеется в виду. Потому что ночью человеку особенно нужна защита, да? Благодарю тебя, славлю. И славься за ту помощь, которую ты мне или моей семье, или моим родным оказываешь. Когда свеча догорит, просто выкиньте, а напиток оставьте несколько часов и вылейте. Потому что духи питаются вот этими парами, да, ароматами еды, напитков. Вы не ему именно преподносите, а его силе, его эгрегору, тому духу, которого он отправил вас охранять. Нет, определенно коты сегодня получат. Все, пошел Рыжий гулять, тишина, покой, можем продолжать. Итак, я призываю тебя, военачальник ночного дозора, когорты защитных сил, приди ко мне на помощь. Сохрани меня от беды и от опасности. Сбереги меня, когорты защитные, окружи меня. Спаси от катастрофы, от пули, от бури, от огня и воды, от супостата, от вора и убийцы. Знаю я о силе древних богов, о могуществе 4 сторон. Заклинаю я печатью солнца и печатью луны, и чашей весов Вселенского суда, и через те тайны имею право просить твоей защиты. Оберегай меня, предводитель ночного дозора. Славься, Черед, заклинаю. Это если вы для себя читаете. Я призываю тебя, военачальник ночного дозора, когорты защитных сил, приди ко мне на помощь. Сохрани меня от беды, от опасности, сбереги меня, когортой защитной, окружи меня, спаси от катастрофы, от пули, от бури, от огня и воды, от супостата, от вора и убийцы. Знаю я о силе древних богов, о могуществе 4 сторон. Заклинаю я печатью солнца и печатью луны, и чашей весов Вселенского суда. И через те тайны имею право просить твоей защиты. Оберегай меня, предводитель ночного дозора. Славься, Черед, заклинаю.
А если вы читаете, например, для сына, предположим, вот он далеко, возьмите его фотографию или откройте окно и читайте для него, на его имя. Вот, к примеру, я сейчас вам объясню, как. Или если он вышел из дома, ему вслед читайте. «Я призываю тебя, военачальник ночного дозора, когорты защитных сил, приди к сыну моему Самуэлю на помощь. Сохрани его от беды и от опасности. Сбереги моего сына Самуэля, когорты защитные окружи его. Спаси от катастрофы, от пули, от бури, от огня и воды, от супостата, от вора и убийцы. Знаю я о силе древних богов, о могуществе 4 сторон. Заклинаю я печатью солнца и печатью луны, и чашей весов вселенского суда. И через те тайны имею право просить твоей защиты для своего сына Самуэля. Оберегай его, о предводитель ночного дозора. Славься, черед, заклинаю». Или предводитель, или о предводитель. Здесь это не важно. «Я призываю тебя, военачальник ночного дозора, когорты защитных сил. Приди к моему сыну Самуэлю на помощь. Сохрани его от беды, от опасности. Сбереги моего сына Самуэля, когорты защитные окружи его. Спаси от катастрофы, от пули, от бури, от огня и воды, от супостата, от вора и убийцы. Знаю я о силе древних богов, о могуществе 4 сторон. Заклинаю я печатью солнца и печатью луны, и чашей весов вселенского суда. И через те тайны имею право просить твоей защиты для своего сына Самуэля. Оберегай его, о предводитель ночного дозора. Славься, черед, заклинаю». Вы призываете телохранителя. Вот как ваше тело охраняет человек, которому вы платите. Здесь приходит дух, которого вы благодарите и платите благодарностью, иногда откупом. Вообще, если вы хотите, чтобы духи были к вам благосклонны, проявите доброту. Кормите кошек, собак, приютите, возьмите, вылечите, пристройте, делайте добрые дела. Вообще люди, которые достойно ведут себя с братьями нашими меньшими, да, жалеют их, не оставляют, не проходят безразлично мимо. Потому что есть люди, которые, например, бьют, пинают, а иногда могут говорить: вот делать тебе больше нечего, кормишь их. Такие тоже существа есть на земле, у которых столько злобы и неустроенности в жизни, что они вот это вот вымещают на совершенно невинных созданиях. Если вы проявляете милосердие к живым существам, то вы укрепляете этим свой род. Все люди, которые кормят бездомных кошек, собак, лечат, пристраивают, у них дети, внуки рождаются красивые, удачливые, у них дети все устроенные, все работают, у всех есть свои дома, квартиры, они удачные люди, то есть удачливые люди. А все, кто обижает с детства, все, кто, скажем так, проходит мимо, безразлично, у них вечные проблемы. У них никогда не устраивается жизнь. Вы понимаете, люди всегда винят других, винят Бога, винят богов, не знаю, винят правительство, мир, во всем. Но никогда не садятся и не пересматривают свою жизнь и себя. Почему в моей жизни так происходит? Что я делаю не так? Может, во мне тоже есть дело где-то? Если ты не даешь добро этому миру, добро не может тебе приходить. Это невозможно. Что отдаешь, то и получаешь. Я понимаю, что скажут люди. Да ну, не все же благодарны. Вон скольким людям я помог, а вот так. От людей можешь и не получать. Но от Вселенной получишь точно. Поверьте мне, в самые тяжелые моменты Вселенная вспомнит ваши добрые дела и протянет, то есть притянет или протянет вам руку, помощь. Уже оговариваюсь, потому что раннее утро. И тогда вы вспомните, что, наверное, за что-то хорошее мне вот тоже помогли, спасли. Конечно, это экзамен на человечность. Отдавай, чтобы получать. Всем удачи, всех благ и пользуйтесь во благо.